Всем привет, с вами Елена, и это канал «Вот бы мне». Друзья, кроме вчерашней видеоконференции с судьей Мехта, о которой я уже рассказывала в предыдущем видео, ночью появилась еще одна новость. Судья Чуткан, которая вела одно из дел для победителей DV 2021, а именно Рай Ви Байден, вынесла судебный приказ о резервировании виз. С самим ордером более подробно вы сможете ознакомиться в нашем телеграм-канале, ссылка на который будет в описании под видео. Кроме того, мы будем публиковать там и другую полезную информацию, которая не всегда будет входить в выпуски на YouTube, так что обязательно подпишитесь на наш телеграм, он не только очень удобный, но и очень полезный. Ну а сейчас, конечно, я вкратце расскажу про этот ордер. Итак, судья Чуткан на основании ходатайства истцов по делу Рай Ви Байден частично удовлетворяет требования иска. И ввиду того, что региональная безвизовая политика, которую мы знаем как Шенгенский бан, противоречила закону и нарушала законы об административном производстве, резервирует 966 виз для победителей DV 2021, которые должны быть выданы после 30 сентября 2021 года. Но распоряжение касается только тех посольств, которые были расположены в странах, попавших под действие прокламаций 99/84 и 10/143, а это страны Шенгенской зоны: Великобритания, Ирландия, ЮАР, Гонконг, Китай и Бразилия. Важный момент: резерв не именной и даже без приоритета истцам, а значит, он касается не только тех, кто состоял в иске Рая Ви Байден, но и всех победителей лотереи DV 2021, чье собеседование должно состояться в одной из вышеперечисленных стран. А кроме того, судья приказала подать первый отчет о проделанной работе уже 15 октября и затем подавать отчеты ежемесячно до того, пока не будет исчерпан резерв 966 виз. А это значит, что его выдача должна начаться уже сразу, в первых числах октября, и пройдет довольно быстро. Так что все, кто ожидает собеседования в одной из этих стран, скачайте себе ордер судьи и отправьте его в свое посольство с просьбой назначить собеседование на октябрь. На данный момент есть большая вероятность того, что они это сделают. Но учтите, резерв не именной, без приоритета истцам, а потому он закончится довольно быстро, и далее надо будет ждать уже другой резерв от судьи Мехты, который, надеюсь, озвучит его уже в ближайшие 2 дня, и он будет исчисляться десятками тысяч виз. Кстати, такое решение судьи Чуткан, конечно, может повлиять и на решение судьи Мехты в отношении того, делать резерв именным, с приоритетом или без приоритета истцам, а поэтому теперь, на мой взгляд, есть большая вероятность, что и Мехта вынесет решение по резерву без каких-либо приоритетов. Хорошо это или плохо, решать вам, но повлиять на это мы все равно никак не сможем. Как только появится дополнительная информация, мы обязательно сообщим. Ну а на сегодня все, друзья. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.